Здравствуйте, друзья! В одном из предыдущих видео мы говорили о считывателях, об их отличиях в плане индикации, скорости и дальности чтения, внешнем виде и читаемых форматах. Кроме того, не углубляясь особо в детали, была затронута тема интерфейсов подключения считывателей к контроллеру. И в этом видео мне хотелось бы уже более подробно остановиться на данном вопросе. Сравним два интерфейса – Vigand и OSDP. Почему выбор пал на них? Если кратко, то Vigand представляет интерес, поскольку на текущий момент он самый популярный в России. Что касается OSDP, интерфейс достаточно молодой, не такой распространенный, но несмотря на это, он имеет ряд преимуществ, благодаря которым, я полагаю, завоюет признание на рынке SCUD. При сравнении затронем вопросы организации обмена данными, шифрования трафика и топологии подключения. Итак, давайте разберемся. Думаю, с интерфейсом Vigand знакомы все, кто имеет хоть какое-то отношение к системам контроля доступа. Данный интерфейс появился в 80-х годах прошлого века. Изначально он применялся в считывателях магнитных карт и был максимально оптимизирован под простейшие считыватели. Из-за распространенности магнитных карт интерфейс стал стандартным, и несмотря на то, что магнитные карты вскоре были вытеснены бесконтактными, интерфейс остался неизменным в целях сохранения совместимости считывателей с существующими контроллерами. Интерфейс Vigand широко распространен и сейчас, и его поддерживает большинство считывателей и контроллеров на рынке. Но несмотря на свою популярность, он имеет ряд существенных недостатков, о которых я расскажу чуть позже. С целью устранения этих недостатков многие производители попытались реализовать свои собственные интерфейсы, однако ни один из них так и не стал стандартным. Для того, чтобы технология приобрела статус общепринятой, как правило, требуется слаженная работа сразу нескольких игроков рынка. Так произошло и с OSDP. В создании протокола приняли участие такие заметные компании, как HID Global, Lenel и Mercury, члены Международной ассоциации индустрии безопасности. Что же такое OSDP? Если расшифровать сокращение, это Open Supervised Device Protocol, или Открытый контролируемый протокол устройств. Открытый значит доступный для всех производителей, считывателей, контроллеров и программного обеспечения. Его можно дополнить собственными расширениями, тем самым добавить функциональность к его базовым возможностям. Контролируемый означает то, что устройство, подключенное по интерфейсу, всегда находится в подчинении неких мастер-устройств и отвечает им на отправленные запросы. И вообще, все взаимодействие между считывателем и контроллером построено таким образом, что контроллер постоянно опрашивает считыватель, не случилось ли какого-либо события, и он ему отвечает. Построение взаимодействия таким образом является первым преимуществом, о котором я хочу рассказать более подробно. Итак, возможность отправки запросов с считывателем появилась благодаря тому, что OSDP, в отличие от Vigand, стал двунаправленным интерфейсом. То есть обмен данными может происходить не только в направлении считыватель-контроллер, но и обратно. А какие запросы можно отсылать? Во-первых, контроллер может делать опрос считывателей на проверку их состояния. И это важно, поскольку, не отходя от монитора, оператор может понять, находится ли считыватель на своем месте и нормально ли он функционирует. Здесь следует оговориться, что частично мониторинг можно реализовать и на интерфейсе Vigand. Так, в считыватель может быть внедрен, например, датчик вскрытия корпуса. И в случае, если вскрытие произойдет, считыватель сможет отправить специальную посылку. Оператор, в свою очередь, поймет, что раз такая посылка пришла, значит корпус вскрыт. И все бы хорошо, но что делать, если злоумышленник отрежет провода считывателя контроллеру? Контроллер об этом просто не узнает. Так может произойти в случае Vigand, но не в случае OSDP. Во-вторых, контроллер может вести опрос считывателей на состояние его контактов и посылать команды на активацию выходов. Теперь в считыватель может быть встроен, например, вход датчика двери или реле управления замком. Когда человек приложит карту к считывателю двери, кодовая посылка придет на контроллер. И если карта есть в памяти контроллера, он пошлет ответную команду считывателю на активацию реле. Во время прохода человека сигнал от датчика поступит на контроллер, и система зарегистрирует данный проход. Причем команда на активацию реле и опрос считывателя на состояние датчика прохода будет идти по тем же самым проводам, по которому был передан код карты. Что все это дает?
Экономию, поскольку не нужно вести дополнительные линии подключения от периферии до контроллера. Но есть в этом и минусы. Когда несколько функций реализуются в рамках одной линии подключения, многое зависит от ее целостности, и это не очень хорошо. Двунаправленность протокола также позволяет гибко управлять индикацией считывателя. В случае Vigant управление, как правило, происходит по отдельным проводам. По одному проводу происходит управление красным светодиодом, по второму зеленым и по третьему управляется бипер. Если брать OSDP, здесь все иначе. В рамках протокола, опять же, по тем самым проводам, по которым передаются данные о считанной карте, передаются команды на управление тем или иным цветом при наступлении определенного события в скут. Есть возможность подключать даже LCD-дисплеи для вывода на них текстовых сообщений. Ну, например, человек приходит на работу, отмечается карточкой и ему показывается время прихода. Это удобно. Далее хотелось бы сказать пару слов о механизме конфигурирования считывателей. В случае использования Vigant передача считывателю, например, реквизитов чтения из защищенной области памяти карты или настроек дальности чтения, может занять существенное время. Это происходит потому, что человек должен обойти каждый считыватель и каждому в отдельности передать эти настройки. В случае использования расширения протокола OSDP все иначе. Можно централизованно с одного мастер-устройства одновременно передать настройки сразу всем считывателям. Это и времени меньше потратит, и нервов. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это о шифровании информации между считывателем и контроллером. Что касается Vigant, его временные и электрические параметры хорошо известны. Можно просто симулировать чтение карты, подключившись в линию. Или считать посылку, идущую от считывателя на контроллер, то есть, по сути, считать номер карты. Что касается OSDP, в него был внедрен стандартизированный протокол SCP, поддерживающий шифрование AES-128. При установке соединения между контроллером и считывателем происходит взаимная аутентификация с использованием набора ключей. При любом подозрении на то, что кто-то вклинился в линию, или при возникновении какой-либо ошибки, сессия немедленно прерывается, а сессионные ключи уничтожаются. Понятно, что использование шифрования трафика между считывателем и контроллером значительно повышает общую защищенность объекта. И, наконец, хотелось бы поговорить о топологии подключения считывателей и о том, как происходит передача данных на физическом уровне. В случае Vigant для передачи посылки используются два провода – дата 0 и дата 1, по которым передаются соответственно логические нули и единички. В состоянии покоя каждая из линий имеет высокий уровень управления – 5 вольт. Для передачи данных считыватель притягивает одну из линий к земле, в зависимости от того, единичка или нолик будет передаваться в данный момент. Соответственно, передаваемые импульсы доходят до контроллера и интерпретируются им как посылка. Если кабель проложить вблизи источников электромагнитных волн, в линиях передачи могут возникнуть наводки, которые исказят посылку. Вместо нее может прийти просто мусор. Даже если соблюсти условия по выбору кабелей и месту их прокладки, максимальная дальность подключения считывателей составит 100-150 метров. Также следует сказать, что каждый считыватель в случае Vigant должен подключаться на свой порт контроллера, то есть линия должна тянуться от каждого считывателя. Теперь, что касается OSDP. Физической основой OSDP, как правило, является RS-485. Какие возможности открываются при его использовании? Во-первых, значительно увеличивается длина линии подключения. Почему так? Сигнал, как и в случае Vigant, идет также по двум проводам. По одному из проводов идет оригинальный сигнал, тот же код карты, а по второму проводу идет его инверсная копия. То есть нолику в основном проводе соответствует единичка во втором и наоборот. Контроллер интерпретирует не сам сигнал с проводов, а разность этих сигналов. Если на линию подействует помеха, то она подействует на оба провода. При этом разность сигналов сохранится, а значит передаваемая посылка не исказится. Таким образом, дальность подключения считывателей может достигать до 1200 метров. Также следует сказать, что в одном шлейфе может находиться не один, а несколько считывателей. Здесь опять же очевидна экономия в прокладке кабеля. Однако минусом подключения по RS-485 может служить то, что при обрыве линии станут неработоспособны все считыватели, идущие следом за ним в шлейфе. Итак, мы сравнили два интерфейса подключения считывателей к контроллеру, разобрали их преимущества и недостатки.
По оценкам Ассоциации индустрии безопасности, в будущем OSDP вытеснит Weekend в тех приложениях, где требуется двусторонняя передача данных и шифрование, в частности, в системах идентификации. Несмотря на эти прогнозы, в России OSDP распространяется не так быстро. Рынок SCUD достаточно консервативен, чтобы разом отказаться от простых и годами проверенных технических решений и перейти на абсолютно новую технологию. Монтаж и настройка оборудования, поддерживающего OSDP, требует от персонала более высокой квалификации и дополнительного обучения. Для подключения считывателя с интерфейсом OSDP необходимо, чтобы и контроллер поддерживал данный протокол. И если на объекте уже функционирует SCUD, то менять полностью систему будет просто нерентабельно. В свою очередь, при развертывании SCUD на новом объекте можно столкнуться с тем, что на рынке выбор считывателей и контроллеров с OSDP ограничен. Но несмотря на все это, мы советуем обратить внимание на технологию OSDP. При создании новой инфраструктуры, которая будет использоваться не один год, нужно думать на перспективу. И в данном случае использование OSDP может оказаться вполне уместным вариантом. Друзья, а какие недостатки Weekend для вас наиболее существенны и почему? Напишите об этом в комментариях. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Дальше больше. Спасибо. Всем пока.